еще я расскажу один момент, с которым я очень сильно прокололся и хотел бы посоветовать всем подписчикам, как меня здесь обманули наши из русскоязычные. Да, кстати, это отдельный номер. Это отдельный номер. Дорогие друзья, всем привет! С вами Виктория, мы в Египте, вот на Красном море. Всем привет! Да, как видите, со мной очаровательный молодой человек, я его недавно нашла, можно сказать, наблюдала, а потом взяла и встретила случайно на этом же пляже. Это Денис Михайлов, он из Москвы, прилетел в Хургаду, и вот, не поверите, у него тоже есть канал в YouTube. И я вот говорю: Денис, ну вот расскажи, как вот молодой мужчина с семьей, с ребеночком маленьким приехал из Москвы в Хургаду, вот в эту деревушку, и вот как тебе? Ну вот, можешь вспомнить по порядку? Да, конечно. Всем привет, да, меня зовут Денис. Мы приехали сюда с семьей в январе. Изначально мы планировали приехать сюда на 1 месяц, просто отдохнуть. Сначала мы приехали, кстати, вот здесь напротив нас отель «Марлин», заселились на 3 дня, чтобы пожить в отеле и найти здесь жилье. То есть мы именно не отельный отдых выбрали, а пожить самим, снять квартиру. Вот, 3 дня здесь пожили, я нашел квартиру, снял, и начали мы здесь жить. Все хорошо, все нравится, и уже, наверное, через 2-3 недели мы начали понимать, что нам здесь нравится. Так как мы с ребенку по 1,5, вот уже сегодня, кстати, 1,5, да, 1,5 сегодня. Вот, ребенок маленький, здесь постоянно солнце, здесь море, самое красивое в мире, в котором можно круглый год купаться, если ветров особенно нету. Здесь фрукты, овощи свежие, то есть мы поняли, что нам здесь все нравится. Каждый день солнце, каждый день лето, и мы начали думать о том, чтобы здесь просто остаться. Вот. Пообсуждали и решили, а почему бы нет. В январе в Москве прохладно, да, серость постоянная, а здесь мы увидели, как ребенок начал сразу развиваться, здесь много новых людей, друзей. Вот, опять же, повторюсь, свежие фрукты, овощи, витамины. И поэтому было принято решение здесь остаться, потому что нам просто здесь понравилось. Плюс здесь дешево, да, по ценам на продукты, в общем и целом, если я беру, дешевле, чем в Москве. Здесь дешевле жилье, и здесь легко решать вопросы с визой. То есть ты сначала приезжаешь на 30 дней, потом на 90, потом, вот, кстати, на этой неделе я поеду еще продлевать визу. То есть здесь все очень просто. Не нужно никуда выезжать. Ты здесь практически год, там 9-8 месяцев можешь находиться абсолютно легально. Собственно, поэтому мы решили здесь остаться. Вот, и здесь мы уже находимся 3 месяца, и вот как 3 месяца тоже я веду свой блог. Денис, а вот, Москва, там все так, цивилизация, вот человек устает на каком-то этапе жизни, то есть... Да, есть такое, да, вообще, мы в Москве последние 4 года жили, вот там у нас сын родился, сам я из Сибири, из Новосибирска, там вообще зимой минус 30 и минус 40 может быть, вот, я там родился и вырос, но Новосибирск это уже, в принципе, большой город, он идет 3-й после Москвы и Санкт-Петербурга по размерам, то есть я уже знал и привык к жизни в большом городе. Вот, далее я переехал в Москву, конечно, Москва еще больше, Москва там город возможностей и так далее, но... Знаете, вот что вот мне не нравилось? Допустим, я хочу ребенка одеть, выйти погулять, например. И вот чтобы одеть ребенка зимой, мне нужно пуховик ему одеть, носки, шарф, шапку, сам одеть, весь мокрый. Пока ты вот оденешься, выбежишь на эту улицу, там час-два походишь, то дожди зимой, то слякоть, забегаешь обратно домой. То есть Москва мне очень нравится, я люблю очень этот город, но когда мы приехали сюда, мы понимали, что мы едем не в какой-то огромный город, что мы едем в небольшой туристический город. Вот. Но плюсов здесь намного больше, и здесь реально мы поняли, что там немного сумбур, и здесь мы действительно отдыхаем от этого большого города, там, от метро, от пробок и так далее. Да? Здесь спокойная, умеренная жизнь. Я даже до сих пор не могу привыкнуть, как люди здесь медленно ходят, допустим, египтяне, вот они идут, не спеша, в Москве ты постоянно бежишь. Мне тоже это нравится, там кипит жизнь, ты себя чувствуешь. Здесь ты расслабляешься. Но здесь ты больше дышишь, что ли, я бы так сказал. Чувствуешь жизнь. Да. Здесь ты на солнышко посмотрел, на пальму посмотрел, позагорал, покупался, либо дома вообще захотел. То есть какие-то новые морепродукты здесь. И это все дает твоему организму какой-то, прям релакс. И ты отдыхаешь прям. И, конечно, большой город, ты уже здесь понимаешь, когда здесь находишься, что все-таки, конечно, там тяжелее. Да. Кстати, по поводу того, что ребенку хорошо, а вот Денис заметил, это правда, дети прям тут сразу, у них такое мощное развитие, мощный скачок вверх. Да. Вот, так что вот так. Да.
Сейчас переманим всех москвичей сюда, и не только москвичей, Хургада будет большая-большая. А, кстати, вот, да, расскажу. У меня вообще была цель просто поехать куда-то отдохнуть. И я, как, наверное, многие, рассматривал Турцию. Я очень люблю Турцию, много раз там был. Природа классная, люди классные. Ну, действительно, очень люблю эту страну. Вот. Но я думаю, зачем туда ехать зимой? Там дожди, там не покупаешься в море. Там очень скаканули цены за последний год. Там сейчас... Землетрясение. Ну вот, землетрясение, но его еще не было, когда мы были в Москве. Скаканули цены, все очень стало дорого. Перестали выдавать ВНЖ. Я вообще думаю, а смысл мне ехать в Турцию, если я даже там не покупаюсь в море, если там серость тоже постоянная. Да. Я начал смотреть Египет, и еще увидел, что здесь можно находиться очень долго. Я думаю, почему? Мы еще не были ни разу, кстати, в Египте. Мы вот сюда приехали, мы не представляли, что это такое. Да, ни разу не были в Египте, вообще ни разу. Плюс для нас была мотивация увидеть новую страну. То есть, допустим, в Турции я был 6 раз, я уже наизусть, да, например, а в Египте я просто, не был. Вот получилось так. И жена у меня не была в Турции. В Египте, да. А в Турции мы с ней были. Вот, и поэтому, и давай заодно новую страну посмотрим. Я начал все искать, начал все смотреть, читать чаты в интернете, ролики на ютубе начал смотреть, как, что, где, почему. И, кстати, это меня смотивировало вести свой блог. Почему я его начал вести? Потому что, когда я переезжал сюда с семьей, у меня было куча вопросов, и я не мог найти толком какой-то определенный ответ. Здесь куском нашел, здесь куском, там. Тем более с ребенком это немного по-другому, нежели ты там один едешь, да? Либо ты там едешь там просто вдвоем или с друзьями. И когда я уже здесь, мы гуляли с сыном, я думаю, вот по улице Мамши шли, у меня столько было информации, мне столько было полезного поделиться людям, которые сюда хотят даже просто приехать отдохнуть. И я думаю, если я найду селфи-палку, значит судьба, что я буду снимать ролики. И мы шли по Мамше, я, наверное, только в 10-м магазине нашел эту селфи-палку и думаю, все, значит судьба снимать. И начал снимать ролики, именно делиться полезной информацией. Я сегодня снимаю ролик, как смогу ли я питаться на $1 в день в Египте. Денис купил, сколько? Да. 100 грамм? Да я даже не... Нет, это меньше. На 3 фунта я купил лапши. На 3 фунта в общем, лапши, да? это 75 рублей, либо это 35 фунтов. Да. Вот, на 35 фунтов я должен позавтракать, пообедать и поужинать. Да. Не прибегаю к фастфуду, не прибегаю к лапши там быстрого приготовления, только здоровая пища. Вот. И вот сегодня тоже снимаю, сейчас с Викторией пообщаемся. Дальше поеду на рынок морепродуктов, постараюсь купить, хочу уху приготовить. Я купил там 1 картошку, 1 лук, 1 морковку, вот именно на 1 порцию. Ли, да, именно $1. Ну что такое $1 вообще, да, в наше время? Но это Египет, и я считаю, что это возможно, я постараюсь это сделать. Возможно. Да, и поэтому вот в Телеграме тоже об этом всем рассказываю, поэтому да, подписывайтесь, буду всех рад видеть. Обязательно. Мне уже несколько человек написали, что, я смотрю, и я хочу приехать тоже туда. Вот Приезжайте. Да, и, кстати, друзья. интересный очень момент. У меня подписчики вот здесь меня встречали и на пляже, и на улице. Примерно я посчитал 10 человек, 10 семей, которые благодаря моему блогу переехали сюда именно в Египет. Вот прям встречают и говорят, мы вот были в Турции, посмотрели тебя и приехали, прям с детьми. Это прям очень приятно, это такой бальзам на душу, если честно. Прям люди сюда едут из Турции, с разных стран. Вот вчера мне написал, кстати, подписчик с Марокко. Марокко — это страна тоже здесь, на африканском континенте, немного дальше туда за Тунис, тоже мусульманская страна. И он оттуда едет, ему там не понравилось. Вроде звучит красиво Марокко. Говорит, тоже очень грязно, там вообще Египет рядом не стоял и так далее, и 90 дней всего можно находиться, тоже все очень дорого, и сейчас тоже едет сюда, в Египет. Поэтому все, кто сюда приезжают, вот кого я вижу с семьями, никто не жалеет об этом. Все сюда приезжают, здесь очень классно и круто, поэтому я лично всем советую. Цена-качество просто на высшем уровне, я считаю. И жилье можно хорошее найти, и продукты можно хорошие найти, все. Кстати, мы знаете, где сидим? Мы сидим на крыше дома. Денис говорит, я нашел новое местечко для наших передач. Так что мы на крыше дома. Тут, они же какие-то мертвые, типа, вот эти деревья. Да, это только декорация, для красоты. Ну, очень интересно. Вот видите, да, это пляж Машрабия, и здесь, кстати, кто будет, может увидеть, здесь, я так смотрю, йогу проводят здесь, видать, здесь коврики есть. И здесь есть такая лесенка, поднимаешь, здесь красивый вид на море. Да, здесь прям можно посидеть, и здесь никого нету. Теперь я здесь буду классно. приходить заниматься. Да, здесь Слушай, можно. Хорошо, что ты мне показала. Это здесь прям где-то я коврики видел. Да? Да, где-то коврики для йоги я видел здесь. Где-то вон там, по-моему, коврики для йоги.
классно. А, вот они, вот за углом, прямо Да? вот за этим камнем, за камнем. Представляете, Да, дорогие друзья, как тут все просто. Ничего не можно... да, да, приходишь, просто снимаешь. пришел, и здесь можно девчонками заниматься. Кстати, у меня жена ходит здесь на йогу, то есть русскоязычные девчонки собираются, у нее прям через дом. 100 фунтов занятия стоит, опять же, ну там 230-250 рублей, да, будем округлять. 1,5 часа занятия, то есть это вообще классно. И они выезжают на пляж, кстати, тоже имейте в виду, кто вот там любит спорт, да, там, йогу, здоровый образ жизни и так далее, здесь с этим тоже никаких проблем нету, здесь и тренеры работают, и вот, допустим, по йоге тоже, и на пляже тоже собираются. Поэтому кто вот ведет здоровый образ жизни, пожалуйста, и побегать можно по Мамши, все чистенько, аккуратно, дорожки есть, позаниматься тоже везде можно. Да? Круглосуточно можно бегать. Да. Во многих компаундах есть спортзалы, пожалуйста, то есть все здесь есть, и ну это, как говорится, кто хочет, тот найдет. Да. Ну вот, Денис, смотри, я сюда приехала, Маркусу было 3 года, и мы жили в отелях, там в отеле жили долго, он там, ну, бассейн грязноватый, там, понятно, схватывал что-то, плавал. А вот ты приехал еще с меньшим ребенком, вот как проходила Год и 2. Да, как его адаптация проходила? Мы приехали, 1 и 2 нам был, мы приехали, в отеле пожили, заселились в квартиру, и, наверное, через неделю у него поднялась температура, мы все заболели. Сначала ребенок заболел, у него температура была, потом я слег, и потом жена. Ну вы зимой приехали, да? Ну, в январе, да. Ага, ну это понятно, еще такой период. Да. Но это был 100% вирус. Нам, кстати, ребенок, слава богу, отскочил, я бы так сказал. Перенес легко, то есть у него была температура там 38,5 пару раз, дали там жаропонижающие. В принципе, все. Кстати, у него день не было температуры, потом опять поднялась. И мы решили пойти в госпиталь. Вот. Пошли с ребенком в госпиталь. Сами вообще не знали, что это, как это, где это. Просто вот сами все на ощупь пошли. В Элькаусе у нас есть госпиталь. Пришли в госпиталь, заплатили 350 фунтов за прием. Нас приняли с переводчиком, послушали ребенка. Самое главное, да, чтобы легкие послушали у него. Назначили список лекарств, там какой-то сироп от кашля, он немножко подкашливает, это какой-то вирус тут местный такой. Нам сразу сказали, здесь все этим вирусом болеют. Вот. Мы, кстати, лекарства здесь очень дешевые, я думаю, наверное, Виктория об этом рассказывала. Да. То есть по сравнению в 5-10 раз реально цены дешевле, чем у нас. Вот. Мы сразу нам выписали список лекарств, был переводчик, который нам все рассказал, что очень удобно. То есть мы здесь не чувствовали себя какими-то брошенными с ребенком больным. Вот. Мы не по страховке пошли, у нас страховка уже кончилась. То есть мы просто платно пошли за 350 фунтов. В итоге мы пришли в аптеку, все купили, все, что нам надо, начали там сиропчики ребенку давать, мерили температуру, и, наверное, за 2-3 дня, в принципе, он выздоровел. А мы слегли очень сильно, у меня у жены 39 было, то есть она вообще с кровати встать не могла, и нам пришлось прийти к антибиотикам. То есть я понимал, еще в другой стране находишься, это же страшно, но это вы уже, допустим, здесь привыкли 4 года, а мы только приехали, мы все заболели, другая страна, мы ничего не знаем, вот, кому звоните, да, там, как у нас-то в скорую не позвонишь здесь, вот, и я решил, думаю, я лучше выпью антибиотики, мало ли что может быть, там осложнение какое-то или что, я выпил антибиотики, жена не хотела, я ее заставил, и она выпила на антибиотики, и слава богу, все хорошо выздоровела, поэтому мы столкнулись здесь с болезнью, скажем так, поэтому сейчас все хорошо, вот. По поводу того, как я здесь снял квартиру, как жилье, это очень часто вопрос такой задают. Смотрите, я как советую сделать, я советую сюда приехать на 3-4 дня, сначала снять отель, чтобы жить спокойно в отеле, где можно кушать, где можно купаться, и в это время искать жилье самим. Здесь в среднем берут риэлторы за свои услуги 75-100 долларов. Ну зачем их переплачивать, если можно поискать самому? Я пошел в компаунд, выделил несколько для себя компаундов, то есть, ну, по-нашему это ЖК, да, жилых комплексов, и начал ходить по ним, и прям приходил на ресепшн и говорю: ребят, покажите мне, если есть свободные квартиры. Мне показывали квартиры, и я выбирал. И, в общем, мы пришел в один компаунд, мне понравилась одна квартира, я ее все сразу прям заплатил деньги, говорю, все, я ее беру, хотя у меня еще 2 дня в отеле было. Вот, то есть я всем советую сначала не прибегать к риэлторам, то есть лучше самим пройти в компаунд, там и договор с вами составят, и деньги заплатить. Если вы уже не можете никак найти, то тогда уже обращайтесь к риэлтору, и вам подкинут какие-то варианты, и шансов найти, конечно, будет больше. Я нашел вот так, просто пришел, деньги заплатил, и, кстати, очень важный момент, здесь все цены говорят в долларах. Ну, то есть там 300-500 долларов. Переводите все в местные фунты, потому что в долларах выйдет вам в любом случае дороже, и доллар здесь растет. Если, допустим, у меня там квартира стоит 300 долларов, я договорился о том, чтобы это будет 8 тысяч фунтов. Все, я плачу 8 тысяч фунтов. А если бы я сейчас в долларах платил, то для меня бы это вышло дороже. То есть старайтесь переубедить их и направить в сторону фунтов. Вот, это мой такой совет. И
ходить самим искать, и все найдете, все будет хорошо. Сейчас многие думают, что сюда ехать не надо, потому что Рамадан. Ну, они, да, немножечко как бы уставшие, но ну и что, да. Ну да. Нет, тут хорошо, спокойно. Египтян только будет много сейчас летом, а так пока их нету. Но в Рамадан, да, многие, я читал, что сюда ехать не стоит. Я не понимал, почему просто люди пишут, не надо ехать. Я, честно, этого не понимал. На самом деле, я вообще не вижу, что изменилось. Но если вы приехали в отель, отель будет работать, вас будут и кормить, и все. Знаешь, что они имели в виду? Что египтяне постятся, и у них нет так сил на активность, они такие вялые. Ну и ладно, а мне зачем их активность? Ну, а кто-то хочет внимания, ну, то есть, чтобы им там кричали «люблю, люблю». Ну, может быть, А они да. же в этот месяц, они как бы на связи с Богом. С Богом, да. Ну, единственное, что я заметил, это если раньше, допустим, фруктовая лавка открывалась в 10, то сейчас она открывается в 11 утра. Это единственное, что я заметил, наверное, и все. Да. И жизнь больше кипит вечером, там, после 6 часов. Это единственное, что заметил. Поэтому приезжайте сюда, и в отелях, и магазины все работают, и аптеки все работают, не переживайте. Все здесь работает. Я не увидел вообще, если честно, никакой. Даже что они не активные, я тоже. Они так, в принципе, сами по себе не активные ребята. Знаете, вот они медленно так ходят, и я иногда с ними так пытался тоже идти, вот как они, вот так, знаете, медленно. Я думаю, куда так вообще можно дойти, вот как они идут. Но мы так не сможем, мы с другого ритма. Да. Понимаешь, нам, чтобы жить, нам нужно бежать. Да. Всё время. И такая ситуация у нас была смешная. У нас здесь же нету центрального отопления. И здесь эти стоят водонагреватели. И у нас он сломался. Мы вызвали мастера. И мы так с женой смеялись, как он к нам шел издалека. Мы еще прикалывались, неужели это он? Он со своим пакетиком. Нам нужна горячая вода, нам надо ребенка купать, нам нужна срочно теплая вода. И вот он идет. Еле-еле. Вот он вообще где-то в своих мыслях где-то летает. Мы думаем, неужели это он так на работу свою идет? И он так еле-еле, и он такой спрашивает, ой, я к вам? Мы говорим, ну к вам, ну пойдемте. Не говоря о том, что он уже шел 4 часа, мы вызванивали его. И вот он идет, то есть у них все вот это не спеша. С другой стороны, а может быть оно и хорошо? Но они чувствуют жизнь, да, понимаешь? Может, мы бежим куда-то, Непонятно бегаем, куда. да, зачем? Тут зачем? Ну ты все равно, с другой стороны, ты дойдешь и починишь все равно. Да. Не, это правда. В моем компаунде я живу, мне постоянно говорят ребята, Вика, куда ты туда все время бежишь? Я говорю, ну так у меня много дел. Я говорю, так ты все время бежишь куда-то. Ты понимаешь, так кто-то со стороны посмотрит, женщина постоянно бежит. Это же ужасно. А так вот сидишь, пьешь чай, кофе. Да. Они вообще никуда не торопятся. Они уже с утра, я, кстати, не понимаю, как они работают, они с утра уже сейчас с кофе пьют, чай и на кальяне вот сидят с самого утра. Да. Так чтобы, знаешь, они же от жары спасаются. И от жары спасаются, да. У нас ты бежишь куда-то, надо успеть туда, сюда, в метро, в пробке, в такси куда-то, ехать далеко, холодно. А здесь, в принципе, если ты здесь растешь, да, они с детства здесь растут, они привыкают к этому, и солнышко вот это вечное, оно такое, ты ленивый немного, мне кажется. Я уже тоже понимаю, что уже туда уже как-то немного лень идти, потом думаю, так, стоп, надо собраться. Я даже видео снимаю уже, так, надо видео снять. Может быть, завтра, завтра сниму, завтра погода получше будет. Да. Так, через полгода мы с тобой еще что-то расскажем. Ну, это вообще 4 года тут, я не знаю уже. Я-то еще дергаешься. Я еще дергаюсь, понемногу бегаю. Особенно с коляской, надо с коляской быстрее куда-то все это успеть. Кстати, интересно, я хотел рассказать про няню. Про няню? Про няню. Ну, давай. А мы здесь, кстати, многие в наших СНГ странах пользуются услугами няни и клинерами. Мы здесь, у нас есть женщина-клинер, приходит к нам, убирается. Сколько стоит? 300 фунтов. 300. У нас 63 квадрата квартира, 300 фунтов, это, $10, представляете, $10. 63 квадрата, она отодвигает все диваны, все вымывает. У меня жена говорит, зачем я буду это мыть, если эти 750 рублей лучше раз в неделю. Так она вычистит так все. А здесь же песок, кто знает, здесь они, знают, кто здесь живет, кто не знает, особенно балкон открытый, если сильный ветер, песка много, это все надо вымывать, надо вычищать, она все приходит, убирает раз в неделю. То есть жена у меня вообще в этом плане здесь отдыхает. И мы взяли няню, так как у нас здесь бабушек, дедушек нету, они все у нас в Сибири, мы здесь вдвоем, отдыхать тоже охота. Знаете, как я познакомился? Чисто случайно шел по улице, шла женщина с ребенком, мы с ней заобщались. Я думал, это бабушка, она оказалась она няня. Женщина с Беларуси, мы с ней заобщались, взял ее контакты. Она сейчас в Сахал-Хашиш ездит, тоже к ребенку.
Все, мы познакомили, хорошая женщина, на 3 часа 2 раза в неделю она к нам приходит, чтобы нам чисто по магазинам. Вчера мы в ресторан, например, ходили, просто вдвоем отдохнуть. Стоит час 70 фунтов. Ну, простыми словами, если округлять, то за 3 часа это 500 рублей. Да. Так, если округляем, это меньше, это сколько долларов? 6-7 долларов, короче, это абсолютно, то есть в Москве только 500 рублей, наверное, час стоит, если, наверное, не дороже няня. Вот, то есть здесь это тоже все есть, имейте в виду, если вы там бизнес-вумен, бизнесмен, да, или заняты, или хотите отдыхать, и няни здесь русскоязычные есть, и клинеры здесь русскоязычные есть, поэтому, а еще я расскажу один момент, с которым я очень сильно прокололся и хотел бы посоветовать всем подписчикам, Давай. как меня здесь обманули наши из русскоязычные. Да, кстати, это отдельный номер. Это Давай. отдельный номер, да. Наверное, все смотрели фильм «Брат» или «Брат 2», когда он в Нью-Йорке, и там его кинули с машины, там уже было показано, он встретился с русскоязычными, они говорят, да мы не бросаем своих, мы не бросаем, потом с машины, в итоге машина сломалась, его кинули. На самом деле так оно и есть, не всегда, но есть. В общем, как мы только заехали в квартиру, мне нужен был клинер сделать уборку генеральную, ну, чтобы после других хозяев полностью все вычистить. Мне посоветовали, кстати, в чатах женщину, так и так, она занимается здесь уборкой, она ко мне пришла, все хорошо. Мы с ней договорились, фронт работ там на 5-6 часов ей, я заплатил 1000 фунтов. Достаточно дорого, но это полностью генеральная уборка, полностью с окнами и так далее, и так далее. Но у меня не было времени принять работу, потому что у меня маленький ребенок, я оставил ей деньги, говорю, дверь просто захлопните. Я, может быть, приду, может быть, нет, деньги оставил, все, ушел. Я говорю, как закончите, позвоните. Время 9 часов вечера, она не звонит. Я звоню, говорю, вы что там? Она говорит, да я уже дома. Я говорю, а что, почему не предупредили? Да я что-то замоталась туда-сюда. В итоге я не пришел и не проверил ее работу. Приходим на следующий день с женой, с ребенком. Я прихожу и показываю квартиру, которую снял. В итоге она только помыла окна и сантехнику, санузел. Все. Забрала 1000 фунтов, это 2500 рублей на наши деньги. Все грязное, все в крошках. Просто Как других... ее зовут? Ее зовут Юлия. Юлия, если ты смотришь это видео, я честно не понимаю, какой смысл кидать людей, Да. если наоборот тебе нужно было выгодно, чтобы я тебе рекомендовал другим, Да. чтобы я тебя дальше тоже так же приглашал. В итоге что я сделал? Я в чате накатал вот такую вот поэму. Все знают, я не буду говорить, какой конкретный чат, самый большой здесь русскоязычный. Знаете, такую-то, такую. Мне человек, наверное, 5-7 точно написали. Она нас тоже кинула. А я ее на завтра заказал. А я ее через неделю заказал. Мы сейчас будем от нее отказываться. Я снял все фронт работ, который она не сделала. Я ей написал в личные сообщения. Юлия, давайте решать вопрос по-хорошему. Либо возвращайте мне 50% суммы. Ну, все-таки что-то вы доубрали. Либо просто придите и доуберитесь. Ну, мало ли, может, там заболел человек, плохо стало. Да, ну, по-хорошему, по-мирному. И тут она меня просто блокирует. В общем, я накатал эту поэму, со мной связался администратор чата этого, спасибо ему, а он мне вернул деньги, потому что я не ожидал этого, половину суммы он мне вернул. Он сказал, так как ты нашел человека в моем чате, а там около 7 или 8 тысяч человек, так как ты нашел этого человека в чате, я несу за это ответственность, типа прости, так и так, ну, бывает такое. Он мне вернул 50% суммы. Вот. И ничего страшного, дело-то не в деньгах. Она знает, что я приехал с ребенком. Мне нужна чистота. Я заплатил деньги наперед, доверился. И в итоге он потом говорит администратору, видел ее, а у нее какая-то там была депрессия из-за этого. Здесь от нее начали все отказываться, ее начали все узнавать. А люди пишут, она меня тоже кинула. Я говорю, а почему вы не делитесь с этим? Если вас человек кидает, почему вы с этим не делаете? Она делает это целенаправленно, кидает вас на деньги. Почему вы с этими... Надо других-то тоже людей, которые приезжают, чтобы людей этих знали в лицо. Поэтому вот такая ситуация была. Сейчас тоже у нас русскоязычная женщина убирается. Все хорошо, все замечательно, нам все нравится. Поэтому, ну вот такая вот ситуация была. Тоже иметь. Короче, принимайте работу. Это был мой косяк, что я не принял работу, что я поленился, я не дошел. Но, говорю, ребенок маленький, надо было спать укладывать, еще в отеле жили. Вот такая ситуация, такое тоже может быть. Но по национальности мы не судим. Да. Просто есть недобросовестные люди. Имейте в виду, всегда работу принимайте, деньги платите. Сначала, там, как там говорится, деньги стулья, это или немного, это не то, конечно. Но сам факт, имейте в виду, что такое тоже может быть. Да. Будем прощаться или нет?
Да, можем уже, да? И надо сказать, что да, у нас тут как бы мы делаем друг другу рекламу, тут у нас это все легко, чаты есть, Facebook и так далее, да? Да, смотрите, да, подписывайтесь на мой YouTube-канал, Виктория оставит ссылку на мой Telegram-канал, там много чего интересного, я сейчас выпущу ролик, самому честно интересно, что у меня за $1 получится покушать, вот увидите, посмотрите. А также, когда выйдет это интервью, я в свой Telegram-канал выложу это видео, чтобы мои подписчики тоже к вам перешли, посмотрели на меня, я нигде так вообще не рассказывал о себе, не давал интервью, то есть я на какие-то темы просто снимаю видео и все. Моим подписчикам тоже, кто будет смотреть, всем привет, тоже переходите, смотрите Викторию, очень много всего полезного, интересного рассказывает, тем более девушка, да, одна приехала вообще в другую страну, это континент Африка, вообще в Африку. Да, это очень все, я думаю, сложно, и тоже много всего было интересного и полезного, чем поделиться, поэтому тоже переходите, смотрите. И очень приятная женщина, очень спасибо, было приятно пообщаться с вами. Да, молодой человек тоже очень приятный, как вы заметили, такой умный, рассудительный, все знает, сообразительный. В общем, наслаждайтесь общением с ним. Ну, а мы где-то скоро встретимся через какой-то момент снова. Да, конечно, конечно. Все-таки мы в большой такой деревне живем. Деревня у нас, деревушенька наша. Все друг друга узнают. Да. Да. Ну, Ну все, да, всем спасибо большое, всем пока-пока. Пока-пока. Вот так вот крыша это выглядит. Смотрите, здесь искусственные деревья. Вон коврики, о которых Денис говорил. Вот пальмочки. И здесь такая лестничка вниз. Кстати, приду сюда заниматься йогой. Точно, у меня тоже есть коврик тут. Вот. Спускаемся вниз. Это пляж Машрабия. Так что идем. Ого. Классно. Вообще так романтично. Вечно я куда-то залезу. И мне так это все нравится.